Это случилось ранним утром у побережья Камчатки. Море было спокойным, но туман густой. Густой так, будто кто-то специально прятал от людей то, что происходило впереди. Трое местных рыбаков, Андрей, Сергей и Валера, вышли в море на своем старом катере. Как всегда, они ловили треску. Ничего необычного. Но уже через полчаса их мотор начал странно глохнуть, а в воде показались огромные волны, будто под поверхностью что-то двигалось. Сначала мужчины подумали, что это подводное течение, но потом услышали звук. Тихий, протяжный, похожий на крик, нечеловеческий, но наполненный болью. Андрей первым заметил темную массу вдалеке, наполовину торчащую из воды. Он подумал, что это обломок судна, но когда лодка приблизилась, они увидели гигантский хвост. Кит. Огромный горбатый кит был зажат в старой сети, которая по виду дрейфовала здесь не первый год. Кит почти не двигался, только глаза у него были огромные, темные и полные отчаяния. Рыбаки замерли. Сергей тихо произнес: «Если не помочь, он не доживет до вечера». Но у них не было инструментов, чтобы разрезать толстые канаты. Андрей вспомнил, что у знакомого на берегу остался старый нож для резки сетей, и принял решение вернуться на катере, взять ножи и вернуться. Никто не был уверен, что Кит дождется их возвращения. Через полчаса они снова были на месте. Сеть все еще держала гиганта, а вокруг начали кружить чайки, будто чуяли беду. Мужчины бросились к работе и аккуратно по частям резали сеть. Каждый раз, когда лезвие проходило по натянутой веревке, Кит слегка дергался, будто чувствовал боль, но не сопротивлялся. Казалось, он понимал. Люди помогают. Прошло больше часа, прежде чем они освободили его полностью. Последний кусок каната соскользнул с хвоста, и Кит впервые глубоко, шумно вздохнул, словно освобожденный после долгой пытки. Он не уплыл сразу, просто остался на месте, медленно плавая вокруг лодки. В какой-то момент он поднялся ближе к поверхности, и его огромное око оказалось прямо напротив Андрея Рыбок. Потом рассказывал, что это был не просто взгляд животного. Это был взгляд живого существа, которое понимало, что его спасли. Казалось, история закончилась. Кит, набрав сил, тихо ушел вглубь океана, оставив за собой след пузырей. Рыбаки долго сидели молча, каждый думая о своем. Но через неделю они узнали, что это было только начало. Прошла неделя. Андрей уже почти забыл о том утре. Море было щедрым, улов хороший, жизнь вернулась в привычное русло, но внутри что-то не отпускало. Иногда ночью ему снился тот момент, огромный глаз кита, будто человеческий, наполненный благодарностью. На 8-й день после спасения они снова вышли в море, на то же место, где нашли застрявшего гиганта. Погода была странная. Ни ветра, ни волн, вода как зеркало. Сергей шутил, что море сегодня слишком тихое, будто ждет чего-то. И буквально через минуту он заметил, как у горизонта что-то движется. Сначала показалось, что это просто тень, но потом поверхность воды разорвал мощный всплеск. Огромный кит вынырнул прямо перед лодкой. Андрей замер. Это был тот самый кит, тот же белый шрам на плавнике, тот же взгляд. Он медленно плыл к лодке, осторожно, не пугая людей. Валера испуганно отступил. «Он что, нас преследует?» — спросил он. Но Андрей почувствовал что-то иное, будто кит действительно пришел не просто так. Он начал плавать вокруг лодки, каждый раз приближаясь все ближе, почти касаясь борта, а потом вдруг нырнул под катер. Рыбаки замерли. Из глубины пошел сильный поток пузырей, лодку чуть не перевернуло. «Что он делает?» — закричал Сергей, но уже через секунду стало ясно. Кит не нападал, он поднимал лодку на волне, как будто толкал ее куда-то. Андрей понял. Их несет к северу, туда, где глубина меньше. Кит
буквально направлял их. Через 20 минут, следуя за ним, они оказались у странного места. Вода была мутной, с масляными пятнами на поверхности, и запах острый, химический. Валера наклонился и выругался. Это был сброс. Рядом плавали мертвые медузы и мелкая рыба. Кит остановился, не двигался, только шумно выдыхал воздух, будто показывал: «Вот сюда смотрите». Рыбаки сняли все на телефон. Они поняли, здесь что-то не так. Вероятно, кто-то сливал отходы прямо в море в районе, где кормились киты. Андрей знал, что рядом был старый консервный завод, который несколько лет назад официально закрыли, но местные шептались, что ночью туда все еще приходят грузовики. Теперь стало ясно, почему кит вернулся. Он показал им правду, но это был только первый сигнал. На следующий день, когда они отправились к берегу, их уже ждали люди в форме, слишком быстро, чтобы это было совпадением. Когда катер Андрея причалил, на пристани стояла черная машина без номеров, двое мужчин в одинаковых куртках ждали их, словно знали, что именно сегодня рыбаки вернутся. Один из них подошел первым и спокойно сказал: «Мы видели ваше видео, вам лучше удалить запись». Сергей нахмурился. «А вы кто вообще такие?» Но ответа не последовало. Мужчина лишь бросил короткий взгляд на телефон Андрея и добавил: «Некоторые вещи лучше не показывать, особенно если вы любите ходить в море». После этих слов они просто сели в машину и уехали. Мужчины молчали. Тишину нарушал только звук волн. Андрей чувствовал тревогу и странную связь с китом, будто все происходящее теперь связано с тем существом. Он решил не удалять запись и вечером выложил видео в местный чат рыбаков. Через несколько часов появились десятки комментариев. «Мы видели то же самое. Море умирает. Запах стоит даже на берегу». Но на следующий день видео исчезло без предупреждения. Его страница тоже. Когда Андрей пришел в интернет-кафе, администратор сказал: «Ваш аккаунт заблокирован по требованию местных органов». «Что вы там выложили?» В ту же ночь раздался громкий стук в дверь. Это был Валера, запыхавшийся с фонарем в руке. «Ты должен это увидеть», — прошептал он. Они побежали к берегу. Волны были сильными, небо казалось красноватым от бликов завода, который по документам не работал, но прямо у берега плескалось что-то огромное — кит. Опять он, только теперь раненый. На его боку были свежие порезы, будто его пытались загнать в сети. Андрей кинулся в воду по колено, не веря глазам. Кит стонал, дышал тяжело. Сергей подоспел с фонарем и осветил все вокруг. Они увидели. На теле кита застрял кусок металла с буквами «Оска». Это были инициалы старого завода, Озерского консервационного комбината. «Он пришел показать», — тихо сказал Валера. Кит снова попытался нырнуть, но из его дыхала вырвался столб красноватой воды. Он был на грани, Андрей не выдержал. «Мы не можем просто смотреть». Они связались с местным экологом Ириной, которая уже несколько лет добивалась расследования деятельности завода. Когда она увидела видео с кита, ее лицо побледнело. «Если вы правы, это не просто нарушение, это катастрофа», — сказала она и пообещала помочь, но предупредила: «После этого вы можете пожалеть, что вообще туда вышли». На следующее утро Андрей получил сообщение с неизвестного номера: «Перестаньте искать правду. Кита больше не будет». Сообщение не давало ему покоя, Андрей всю ночь не сомкнул глаз. Слова «Кита больше не будет» звучали в его голове снова и снова. На рассвете он собрался и решил проверить все сам. Сергей пытался его отговорить. «Ты не понимаешь, в это лучше не лезть». Но Андрей лишь сказал: «Если мы замолчим, завтра в море не останется ничего живого». Они снова вышли в море. Туман стоял густой, как молоко, но Андрей точно знал направление, туда, где кит показал им пятна. Когда они подошли ближе, гидропривод генератора приборов вдруг начал сбоить. Сигнал прыгал, экран моргал. Сергей включил телефон. Сети не было, только море и странная тишина.
Вдруг из тумана показалась тень. Сначала Андрей подумал, что это снова Кит, но когда она приблизилась, стало ясно. Это был огромный корабль, ржавый, без флага. На борту едва различались буквы «Оска». Завод тот самый, только теперь он не на берегу, а прямо в море. Корабль медленно двигался, и с его борта в воду падали темные контейнеры. Каждый удар сопровождался глухим звуком, а через минуту по поверхности растекались масляные разводы. Андрей достал камеру и начал снимать. «Это они! Они сливают отходы прямо в океан!» — крикнул он. Но вдруг прожектор на корабле повернулся прямо на них. Яркий луч ослепил всех. Сергей в панике попытался запустить мотор, но двигатель не заводился. «Нас заметили!» — закричал Валера. Из динамика на борту раздался голос. «Уберите камеру и немедленно уходите!» Андрей не послушал и продолжал снимать. Даже когда вокруг их лодки пошли волны и корабль начал разворачиваться прямо на них, он не переставал фиксировать происходящее. Тогда он понял. Они не просто нарушают закон. Они готовы уничтожить всех, кто видел слишком много. И вдруг мощный удар снизу. Лодка подбросилась, как игрушка. Из-под воды вынырнула огромная тень. Кит тот самый ударил корпус судна снизу, заставив его потерять равновесие, металл заскрипел, контейнеры начали падать в воду. «Он спасает нас!» — крикнул Сергей. Андрей едва успел включить запись снова. Кит плыл вокруг, создавая волны, и каждый его взмах хвоста бил по воде так, что люди на борту корабля кричали в панике. Но через минуту все стихло. Корабль, потеряв управление, дрейфовал, а Кит исчез в глубине. Лодка Андрея держалась на плаву, но мотор все еще не работал. И вдруг громкий взрыв. Где-то из глубины донесся звук, как будто под водой что-то рвануло. Волна ударила в катер, и камера выскользнула из рук. Когда Андрей очнулся, было уже утро. Корабля не было. Море чистое. Ни нефти, ни мусора. Только чайки кружили над гладкой водой. Сергей и Валера лежали рядом. Живые, но потрясенные, Ирина позже сказала. По спутниковым данным, в ту ночь действительно произошел подводный взрыв. Завод больше не функционирует, но откуда он взялся, никто не знает. Андрей только посмотрел на горизонт и прошептал: «Он сделал это сам». Но настоящая тайна раскрылась лишь спустя несколько дней. Через несколько дней после взрыва море у побережья стало другим. Вода, раньше мутная и с химическим запахом, вдруг стала чистой и прозрачной. Рыба снова подошла к берегу, а чайки, которых давно не было видно, вернулись. Казалось, природа сама вздохнула с облегчением. Андрей, Сергей и Валера стали неофициальными местными героями, но никто не публиковал их видео, никакие средства массовой информации не захотели брать интервью. Казалось, кто-то старательно стирал следы. Однако в рыбацких поселках начали шептаться. Море само отомстило. Кит вернулся за своими. Через неделю после тех событий Андрей снова вышел на берег. Он смотрел на горизонт и надеялся, что Кит появится еще раз. Море было тихим, лишь легкий бриз касался лица. Он уже собирался уходить, когда заметил вдали всплеск. Один, потом второй, а затем из воды поднялся мощный фонтан, знакомый, ровный, как приветствие. Андрей не верил глазам. Кит был жив. Он подплыл ближе, медленно, словно понимая, что человек ждет его. На спине животного виднелся новый шрам, след от взрыва. Но он двигался уверенно, с силой. В какой-то момент он поднял голову из воды и, как в тот первый раз, посмотрел прямо на Андрея. Рыбак не выдержал. Глаза защипало от слез. Все, что случилось, казалось невозможным. Но именно этот взгляд, благодарный, живой, человеческий, доказал. Природа помнит добро, даже когда люди забывают. Через несколько секунд Кит опустился под воду и исчез. Только в небе остался след от его фонтана, разлетевшийся, будто легкий дождь.
Андрей стоял молча. Он понял. Это прощание, но вместе с тем обещание. Через несколько дней ученые действительно начали расследование. Спутниковые снимки подтвердили. В районе, где находился корабль ОЗК, зияла воронка, официально это назвали техногенной аварией. Неофициально — природной расплатой. С тех пор Андрей больше не ловил рыбу. Он стал помогать экологам, ездил по школам и рассказывал детям о том, что видел. Иногда, глядя на спокойное море, он говорил тихо. Тот кит не просто просил о помощи. Он показал нам, что мы сами нуждаемся в спасении. И если прислушаться к ветру у Камчатского побережья, можно услышать далекое дыхание под водой. Может, это просто звук волн, а может, тот самый кит, который однажды вернулся.